Приветствую вас, уважаемые любители волейбола. И сегодня мы будем разговаривать, наверное, о самом любимом элементе в волейболе. Это о нападении и все, что с этим связано. Конечно, после моих предыдущих видео о подаче, о приеме было бы логично поговорить о передаче, но, к сожалению, пасующий из меня так себе. И мой рассказ не был бы полон, и поэтому я не могу себе позволить рассказывать вам о том, чем я сам не владею стопроцентно. Но я с этим что-нибудь придумаю, найду хорошего пасующего, который расскажет вам, как правильно пасовать и что для этого нужно делать. Ну, а сегодня мы поговорим о нападении из различных зон, о различных видах атаки. И, в общем, как и любой элемент в волейболе, все начинается, конечно, любой элемент, любое движение, любое действие в волейболе начинается, конечно же, с ног. Итак, друзья, начнем мы, конечно, с самой популярной зоны. Это нападение из четвертой зоны. Нападение из четвертой зоны – самое сложное нападение, на мой взгляд, потому что нападающий, который играет в четвертой зоне, должен не только обладать хорошими физическими данными, хорошим ударом, он должен также обладать стабильным, качественным приемом. И вообще, игрок, который играет в четвертой зоне, он делает очень много работы. Он принимает, играет в защите, нападает, причем он нападает очень сложные мячи. То есть самые сложные мячи, как правило, пасуются в четвертую зону. И задача игрока, который нападает в четвертой зоне, этот мяч, если не забить, то максимально усложнить его для соперника, либо грамотно отыграться от блока. И поэтому на одном росте и прыжке в четвертой зоне не вывести. То есть нужно обладать, во-первых, всем арсеналом нападающих и атакующих элементов, которые существуют в волейболе. Это сильный удар, скидка, отыгрыш от блока, отыгрыш блокаут, удар выше блока. То есть самая сложная игра – это игра в четвертой зоне. Ну и как любой элемент, все начинается, конечно же, с разбега. Разбег в четвертой зоне начинается с 3 шагов. Первым шагом мы начинаем наш разбег, вторым мы разгоняемся, и третий шаг мы выходим под мяч. Это выглядит примерно так. После приема первый шаг делается обязательно и очень важно это, потому что про это очень многие забывают. Первый шаг делается за пределы площадки, то есть вот сюда. Именно отсюда начинается разбег при нападении с четвертой зоны. Для чего это делается? Дело в том, что правши, а их большинство, нападающих в четвертой зоне, как в общем-то и в основном в мире правшей больше, чем левши, важно видеть не только сторону соперника, а также и свою сторону, и пасующего. То есть именно когда мы выходим в аут, мы максимально можем видеть две площадки и владеем максимальной информацией, которая происходит на двух площадках. После передачи, получается, вот мы сделали один шаг, потом делаем второй шаг, и третьим шагом мы уже выходим именно на мяч. То есть третий шаг, он у нас корректирующий. И мы можем исправить ошибку пасующего. То есть если пасующий ошибся на передаче, и она полетела не в то место, куда она в идеале должна лететь, то именно третий шаг позволяет нам подкорректировать. Потому что он может быть либо длинный, если передача получилась узкая, либо широкий в сторону. Можно чуть-чуть его придержать, можно наоборот ускорить. Но вот этот третий шаг, он определяющий, которым мы выходим на мяч. То есть, еще раз показываю. Вот, например, получается, вот мы сыграли на приеме, мяч пошел к пасующему, и мы начинаем наш разбег. То есть, выходим мы раз шаг, два шаг,
И третьим шагом мы уже выходим именно под мяч. Вот третий шаг, который уже происходит в виде прыжка. То есть раз, два, три. Какие основные ошибки происходят при разбеге? Самая распространенная ошибка, когда нападающий не делает первый шаг и тем самым не разворачивается лицом к пасующему, он не видит свою площадку, не видит площадку соперника. Он просто после приема сразу же идет прямо к сетке. То есть вот это самый главный неправильный разбег, который очень часто встречается в любительском волейболе. Делаете вы эту ошибку или не делаете, это легко проверить. То есть, когда вы идете нападать и в последний момент, на последнем прыжке, можете просто закрыть правый глаз, и если вы не видите своего пасующего, то значит разбег у вас неправильный. Дело в том, что физиология человека такая, что легче обрабатывать мяч, который летит вам в лицо. Это вообще легко проверяется. Если вам кинуть мячик в лицо, вам поймать его будет легче, чем мяч, который будет пролетать от вас сбоку. Это вполне логично и понятно. Именно поэтому и существует разбег в третьей зоне в 3 шага. То есть вот мы развернулись, мы видим 2 площадки, мы лицом к пасующему и лицом к мячу, который летит в 4-ю зону. И нападать нужно, соответственно, точно так же. Мяч будет у вас всегда перед вами, и вы будете видеть и блокирующих, и защитников. Как я уже говорил, третьим шагом мы корректируем ошибку пасующего. Если он ошибся и у него передача полетела не в идеальное место. Что такое идеальная передача? Идеальная передача, вот, к сожалению, у нас сегодня антенн нет, но постараюсь объяснить без них. Идеальная передача, когда нападающий может ударить по мячу именно рядом с антенной, то есть именно вот в этой зоне. И почему так, я сейчас вам объясню. Так, ну вот тут у нас получается антенна, вот мяч, вот идеальная передача. Это не значит, что мяч должен падать в этой зоне. Это значит, что нападающий должен иметь возможность напасть его в этой зоне. То есть у этого мяча должна быть достаточная высота и скорость. Почему именно так? Ну, для этого нужно окунуться побольше в теорию. То есть возьмем за правило то, что площадь поражения при атаке не равна 81 метру. То есть площадь атаки не равна 81 метру. То есть у нас площадка 9 на 9. Мы не можем нападать именно во всю площадь. То есть даже при идеальной передаче, даже при отсутствии блока, у нас все-таки есть такой ограничитель, как сетка. И поэтому обозначим зону поражения зеленым маркером. Понятно, что эта зона поражения у каждого индивидуальная. Внутренняя линия – это максимальная глубина вашего удара. То есть глубже, когда вы не можете напасть. То есть все остальное, вот эта область, это куда вы не можете сильно ударить. Из-за сетки или по каким-то другим причинам. Так вот, то есть при таком расположении угол атаки у вас равняется 90 градусам. То есть если передача будет широкая, тут у нас есть ограничитель как антенна, и, естественно, угол атаки у вас сразу получается меньше в 2 раза. И чем шире передача улетает за антенну, где вам приходится нападать, тем угол поражения у вас становится все меньше и меньше. При узкой передаче, казалось бы, угол поражения должен быть больше,
То есть он уже больше 90 градусов. Но дело в том, что он попадает в ту же зону, которую вы поразить не можете. И даже нападая по первой зоне, у вас большая вероятность попасть в аут. Это первый момент. Что же происходит при узкой передаче? Дело в том, что при узкой передаче максимальная глубина поражения, которую вы можете напасть, она также отодвигается в сторону боковой линии. То есть чем уже передача, тем у вас меньше возможности эффективно напасть, так как у вас уже вот эта площадь уделяется, выпадает из нападения и смещается даже в сторону аута. То есть если вы будете нападать в ход, чем уже передача, тем у вас больше возможность попасть в аут. И второй момент. Дело в том, что чем уже передача, тем центральному блокирующему легче пристроиться к крайнему блокирующему и поставить вам организованный блок. То есть фактически при каждой узкой нападаче вам приходится нападать мало того, что против организованного двойного блока, так еще и против организованной защиты соперника. Поэтому, конечно, это больше касается пасующих, и то, как не нападающие должны постоянно им напоминать, куда должна лететь идеальная передача. То есть идеальная передача идет вот сюда. И стремиться нужно нападать мяч. Получается, вы выходите на мяч по такой траектории и вот отсюда нападаете. Теперь проговорим о различных видах нападения и атаки.